Турецкие средства массовой информации заявляют, что Израиль, оказавшись под все более ощутимым давлением со стороны Соединенных Штатов Америки, согласился допустить в сектор Газа египетскую поисково-спасательную группу, что стало предметом активного обсуждения в региональных и международных медиа. По данным турецких источников, это решение не было принято добровольно. Израильские власти вынуждены были пойти на частичную уступку Вашингтону, который, несмотря на публичную поддержку Израиля, стремится продемонстрировать собственное влияние на его действия. В то же время израильская сторона отказала во въезде спасательным командам из Турции и Катара, что показывает, что доверие между сторонами остается минимальным, несмотря на громкие дипломатические заявления. Въезд египетских специалистов через контрольно-пропускной пункт Карим Абу-Салим состоялся 25 октября 2025 года. Египетские спасатели прибыли вместе с ограниченным числом единиц тяжелой строительной техники, которая была заранее согласована с израильскими силами. По информации местных средств массовой информации, основной задачей этой миссии является проведение поисковых и восстановительных работ, а также обнаружение тел погибших израильских военнопленных, находящихся под завалами. Египет действует осторожно, сохраняя баланс между поддержанием рабочих отношений с Израилем и демонстрацией гуманитарной позиции в адрес арабского мира. Тем временем те же турецкие СМИ сообщают, что Турция продолжает оказывать политическое давление на Соединенные Штаты Америки, добиваясь разрешения направить своих представителей в созданный Израилем Гражданско-военный координационный центр по управлению гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Однако, по данным телеканала Kan News, израильская сторона категорически отказывается включать турецких представителей, несмотря на присутствие в этом центре делегаций из Великобритании, Канады, Австралии, Германии, Греции, Франции, Испании, Иордании, Дании и Объединенных Арабских Эмиратов. Такая избирательность вызывает раздражение в Анкаре, где считают, что Израиль намеренно ограничивает доступ мусульманских стран к любым формам координации, опасаясь политического давления с их стороны. На фоне происходящего президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал несколько заявлений, касающихся ситуации в Газе. Он подчеркнул, что внимательно следит за действиями Хамас и потребовал немедленно начать возвращение тел погибших заложников, включая 2 граждан США. В противном случае американский лидер пригрозил принятием соответствующих мер. По его словам, у международного сообщества есть шанс закрепить мир на Ближнем Востоке на постоянной основе, но это возможно лишь при соблюдении всех обязательств сторонами конфликта. В этом контексте Трамп дал понять, что Соединенные Штаты готовы вновь занять активную позицию в ближневосточной дипломатии, используя сочетание давления и обещаний политической выгоды. Израильские власти, со своей стороны, демонстрируют решимость продолжать военную операцию. Министр обороны Исраэль Кац заявил о намерении продолжить разрушение инфраструктуры в секторе Газа, обосновывая это необходимостью уничтожения оставшихся террористических туннелей, около 60% которых, по его словам, остаются неповрежденными. Кац отметил, что это решение согласовано с представителями Соединенных Штатов Америки, что подчеркивает высокий уровень координации между двумя странами даже при наличии определенных расхождений по гуманитарным вопросам. В своих заявлениях Кац также подчеркнул, что демилитаризация Газы и разоружение Хамас являются стратегическими целями Израиля, без достижения которых невозможно будет говорить о великой победе и о безопасности израильских граждан. Он назвал возвращение тел погибших заложников священной миссией и заявил, что армия обороны Израиля будет продолжать операции в желтой зоне под контролем израильских сил. Эта зона, по сути, превратилась в буферное пространство, где разрушение инфраструктуры Газы сопровождается постепенным расширением фактической зоны израильского контроля. Параллельно с этим аналитики обращают внимание на растущие риски прямого столкновения между Израилем и Ираном. Соредактор издания Джадалия Муин Раббани заявил, что вероятность новой атаки Израиля на Иран крайне высока. По его мнению, несмотря на заявление Иерусалима о якобы уничтоженной ядерной программе Ирана,
Это не соответствует действительности. Конечная цель Израиля, по оценке Раббани, состоит в том, чтобы поставить Иран в такое же положение, в каком сегодня находится Сирия, сделать его беззащитным и неспособным противостоять ударам извне. Раббани подчеркнул, что Израиль стремится к возможности беспрепятственно входить в воздушное пространство Ирана и поражать любые цели, что стало бы реализацией стратегии военного доминирования на всем Ближнем Востоке. Однако иранские официальные лица неоднократно заявляли, что в случае новой войны они не будут сдерживаться, как это происходило ранее. На этом фоне растет обеспокоенность возможностью эскалации, которая может выйти за пределы региона. Полковник Лоуренс Уилкерсон, бывший высокопоставленный американский военный и советник, в интервью программе Going Underground выразил мнение, что Израиль теоретически может прибегнуть к применению ядерного оружия, если сочтет, что его существование находится под угрозой. По его словам, в случае полномасштабной войны с Ираном израильское руководство окажется перед экзистенциальным выбором, и Биньямин Нетаньяху может принять решение, последствия которого будут катастрофическими не только для региона, но и для всего мира. Уилкерсон отметил, что в Израиле существует около 200 ядерных зарядов, и если в кризисной ситуации контроль над ними ослабнет, последствия будут необратимыми. Параллельно с нарастающим напряжением на Ближнем Востоке, президент Дональд Трамп активно продвигает собственную дипломатическую повестку, стремясь вернуть Соединенным Штатам репутацию глобального посредника. В одном из недавних интервью он напомнил, что именно при его участии был достигнут значительный прогресс в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. По словам американского лидера, президент России Владимир Путин высоко оценил его усилия, назвав их потрясающими и признав, что никому из предыдущих лидеров не удавалось добиться такого результата. Трамп подчеркнул, что пример Южного Кавказа показывает, даже самые сложные и исторически запутанные конфликты могут быть урегулированы, если стороны проявят политическую волю. Он выразил мнение, что мир между Азербайджаном и Арменией, несмотря на первоначальные сомнения, оказался достижим, и отметил, что этот опыт может быть применен и к другим регионам. По словам Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным, если будет реальная возможность заключить новое мирное соглашение, и считает, что современный мир нуждается в лидерах, способных решать конфликты, а не создавать новые. В другом заявлении американский президент рассказал о своей роли в урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом, отметив, что считает дипломатические усилия важнее личных развлечений и отдыха, имея в виду игру в гольф в выходной. По его словам, ему удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня между лидерами двух стран, и это стало доказательством того, что прямой диалог и настойчивость могут приносить реальные результаты. Лидеры Таиланда и Камбоджи подписали расширенное соглашение о прекращении огня под наблюдением президента США Дональда Трампа, который прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН и проведения серии ключевых торговых переговоров. Он также выразил готовность содействовать прекращению противостояния между Пакистаном и Афганистаном, заявив, что верит в возможность мирного решения и там, где десятилетиями преобладали военные методы. Все эти события формируют сложную и противоречивую картину современного международного порядка, в котором старые конфликты переплетаются с новыми угрозами, а роль посредников вновь становится ключевой. Израиль продолжает опираться на поддержку Соединенных Штатов, но вынужден учитывать растущее давление со стороны союзников и гуманитарных структур. Вашингтон, в свою очередь, стремится вернуть себе статус арбитра, который способен влиять на развитие событий не только военной силой, но и дипломатией. На фоне угрозы новой эскалации с Ираном, нестабильности в Газе и многочисленных локальных конфликтов в Азии, именно способность великих держав находить баланс между силой и ответственностью определит, в каком направлении будет развиваться международная система в ближайшие годы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.